Мы несколько раз в день выходили в прямой эфир. Вы застали тот момент, когда еще тела Зака не убрала? Еще не успели. Я думаю, что первый раз у меня слезы пошли, наверное, там возле автобуса. То есть они не рассказывали истину, как все происходило? Я увидел детскую коляску, пробитую в крови. То есть город как вот до сих пор вымер, людей нет? И нас мало. Хотя на самом деле нет, не мало. Они сами вели прямой эфир, вы сказали, 7 числа, да, они делали репортажи. Какого цвета эта лента? Под правду денег не дают. Вы известный журналист в Израиле, и, насколько мне известно, вот в первые числа Кровавой субботы, 7 октября, 7-8, вы уже были на местах вот этой Кровавой субботы. На юге, в Сдероте вы были, в Ашкелоне. Поэтому традиционно вот утро 7 октября, как началось у вас и как развивались события 7-8 числа, как вы были связаны со всей этой ситуацией? Ну, 7 утром, суббота, как у всех, 6:30, сирена, мы всей семьей вот пришли сюда, в эту комнату, в убежище. Но в этот момент никто ничего не понимал, что происходит. То есть мы не знали, что война. Ну, мало ли, там случайная ракета какая-то побумкала. А суббота я бы поправил вас так. Я забегу в начало. Я не столько известный журналист, я думаю, сколько я более известный, наверное, как гид. И в эту субботу у меня была назначена экскурсия, поэтому в 10 часов утра, и я позавтракал, вы помните, утром там потом было более-менее тихо. И я позавтракал и отправился в Тель-Авив, где у меня должна была быть экскурсия. Уже по дороге я начал получать сообщения от людей, что мы не приедем, а уже более-менее известно было, что там на юге что-то происходит. Еще не говорили, что именно. Поэтому, когда я приехал к месту встречи, там был только один человек. И мы начали с ним немножко общаться, и в это время снова там 10:05, сирена. Мы зашли в ближайшее кафе, там просто спрятались. И уже после этой сирены было понятно, что никакой экскурсии не будет, никто больше не придет. Я вернулся домой, уже к этому времени шли новости, и все это обсуждалось. И где-то в обед, час-два, со мной связались журналисты российского канала, с которым я сотрудничал много лет, еще до начала там, украинской войны. И они меня спросили, они говорят, что мы хотим послать команду, уже как бы мы знаем, война, готов ли ты их сопровождать. Так как были там журналисты, с которыми я работал, я сказал, что если вот эта команда приедет, ну, потому что отношение к российским СМИ, оно такое сложное. Говорю, что вот этих ребят, если они приедут, я, да, готов работать. И, значит, мне сказали, да, как раз именно они, потому что они уже пару раз приезжали, и мы снимали в Израиле. Вот. И они прилетели ночью с 7 на 8. Я поехал их встречать в аэропорт. А журналисты, которые летят сюда на работу, они не идут по вот этому зеленому коридору, они должны, у них визы, то есть рабочие визы, плюс я там сразу начал оформлять аккредитацию, в данном случае GPO, это Government Press Office, несмотря на то, что это суббота, работали ночью, то есть я начал оформлять документы, мне сразу их мейлом прислали, пока они прилетели, то есть, ну вот, в 2 часа где-то дня я начал получать имейлы. К 6 утра у меня в имейле уже были аккредитации. Мы через день потом поехали, их забрали. Значит, и я их встретил в аэропорту. Пока мы освободились, было где-то, наверное, около половины 5 утра. Это с субботы? 8 октября, окей. около 5 утра. И мы уже такой совет в филях. Мы посидели там в аэропорту за чашкой кофе. И мы решили, нет смысла ехать в гостиницу. И вот прямо со всем этим оборудованием мы решили, едем в Сдерот. Ну, мы... Как бы цель не была точно Сдерот, цель ехать на юг, чтобы понять, что там происходит. Пока я ехал, я понял, что дороги уже перекрыты, армия перекрыла, там за Ашкелоном сразу была дорога закрыта, и с Бершевы, если ехать на через Афаким. Но как бы вот тут во мне проснулся гид, я знаю такие дороги, в общем, там, что называется, проселочные. И мы решили все-таки начать с Сдерота. Мы в Сдерот въехали где-то около 6 утра со стороны промзоны. И вот прямо на въезде нас застала сирена, бумкала, то есть ракета прямо у нас над головой. И мы там снимали прямо это все, когда
выпрыгнули из машины в эти кактусы, там, что было очень неприятно. Вот, потому что октябрь у нас теплый месяц, все в рубашках с коротким рукавом и легко одеты, и когда ты прыгаешь в кактусы, это неприятно. Вот. И когда мы въехали в город со стороны промзоны, то первое, что мы увидели, это вот та самая автобусная остановка возле городской библиотеки, где стоял автобус, и вот эти тела, как бы в городе еще шел бой. Вместе с нами подъехала машина ЗАКа, то есть мы практически ехали по дороге параллельно рядышком. Вместе со службой ЗАКа, Да, ну, которая как бы мы с занимается ними не телами. общались, да, который занимается вот, сбором и захоронением тел погибших евреев в Израиле. А вот про автобус можно поподробнее? Это вот та история, автобус, когда люди ехали на Мертвое море. На Мертвое море у них там пробило колесо, и, как мы поняли, ну, в общем, мы не следователи, не криминалисты, но мы поняли по телам, что люди стояли на улице и ожидали, пока водитель поменяет колесо. Водитель занимался ремонтом. Как я понял, водитель выжил. Потому что мы его там не видели, естественно, но мы видели весь этот автобус, пробитые тела. И служба ЗАКа вот буквально у нас на глазах, мы там даже чуть-чуть им помогли. То есть мы нам не позволяли касаться тела, это нельзя. Ну, там нужно помочь им, там пакеты, и плюс там возле библиотеки есть такой скверик. Это место, где все экскурсии обычно начинаются, там скверик. Вот они там складывали тела погибших людей. А много тел вы видели? На глаз, я думаю, я даже не помню, считал я их, я думаю, вряд ли я их считал, я думаю, человек 8-9. Мужчин и женщин, в основном пожилого возраста. То есть это, я просто немножко тоже поясню эту историю, что люди, когда ехали на Мертвое море в автобусе, у них, да, об этом писали, пробило колесо, и как раз в это время на них начался налет, и их просто начали всех Нет, стрелять. там по следам на автобусе мы видели, ну, то есть автобус простреленный, и, ну, скажем так, я в советской армии служил и прошел Афганистан, и я немножко понимаю, как летят пули. Видно было, что в автобус стреляли из какого-то крупнокалиберного оружия, то есть это не АК, это явно пулемет или что-то более большое, то есть не 5,45, какое-то автоматическое оружие. И пули были в двух направлениях. То есть я так себе представляю, что, видимо, машина, из которой стреляли, она проехала в одну сторону, а эта остановка, она где-то 30 метров от перекрестка. И, видимо, на перекрестке машина Хамаса развернулась и снова проехала мимо и дала еще одну очередь, потому что пули в автобус, видно, заходили в двух направлениях, как бы крест-накрест, вот так. Но пока мы там стояли, там уже была армия, ну, израильская, и в городе идет бой. Вот мы слышим бой, и армия нас говорит, уезжайте отсюда, потому что, ну, это не так далеко, это может быть, ну, на слух, может быть, километр от нас в глубине города. Бой, я потом понимал, шел возле полицейского участка или на выезде из города. И нас не прогнали, что называется. То есть мы к этому времени на машину повесили знаки, что телевидение, то есть и у ребят тоже были специальные, они приехали с бронежилетами и касками, на которых было написано, что это ТВ. Поэтому как бы первая наша встреча с израильской армией, она там вот произошла как раз в Сдероте, и нам просто они беспокоились о нашей безопасности и попросили нас оттуда уехать. ЗАКа мы помочь ничем не могли, ну, потому что нельзя прикасаться к телам. Вот. И мы уехали в сторону дороги на Рем, вот туда, где был фестиваль Нова. Мы приехали на перекресток вот этой 232-й дороги, значит, и там тоже шел бой. Бой шел где-то в сторону самого кибуца Рем. Вы его видели? Это все было бой, вдалеке? Видно. То есть ты видишь, когда стреляют, ты видишь, да, и слышно, то есть и на слух слышно, что бой идет недалеко. То есть это до сих пор велся бой с теми террористами? Да. Вот, ну, видимо, я думаю, что это какие-то последние там были, их там в этот день остатки, их там вылавливали среди рощ, там рощи такие. Вот. И там уже на перекрестке стояли солдаты, несколько джипов. Мы подъехали, машины пробиты, тела, мы это все видели. Вы имеете в виду... В машинах еще были тела. Сгоревшие. Это вот, которые расстреливали по дороге вот эти машины гражданские? Да, то есть вы застали тот момент, когда еще тела ЗАКа не убрала? Еще не успели убрать. То есть вы все это видели? Да. Часть машин была сгоревшая, поэтому тела были обгоревшие.
Много машин И было и Много. тел. Я фотографировал там десятки машин. То есть я думаю, что это часть машин, которая там запарковалась, и они потом какими-то трэмпами добирались до фестиваля, потому что часть машин просто аккуратно стояла на обочине. А часть машин просто поперек дороги, под разными углами, они все простреленные. И если вот, я думаю, что первый раз у меня слезы пошли, наверное, там возле автобуса. Когда вы это все Да, увидели. это тяжело было. Но вот там, на этом перекрестке, я увидел, наверное, как только мы вышли из машины, я увидел детскую коляску, пробитую в крови. Тела не было, но спинка коляски была в дырках от выстрелов, кровь. Вот. И еще на меня очень тяжелое впечатление произвел, вот, я не знаю, женский бюстгальтер, который тоже лежал на земле, в крови, красивый, ажурный черный бюстгальтер. Ну, то есть видно, что его, видимо, сняли с тела. И он тоже был в крови, и это было очень трудно. Вот вы говорили же, с вами были журналисты еще в Да, этот момент, российские. из российские. Да. Их реакция вот тоже на увиденное, можете описать? Люди, которые не живут в Израиле, увидели весь... Это и для нас ужас. Скажем так, журналисты — это группа, журналисты и операторы. Операторы, да. Вот. И журналист Алексей, я с ним не первый раз работал, мы знакомы, и я знаю, что он уже бывал в горячих точках. Я видел, что ему тяжело. Но оператор, молодой юноша, который в подобное видел первый раз, ему просто стало нехорошо. Да вы То есть что? он в какой-то момент извинился, отдал подержать мне камеру и отошел водой, там, и как бы привели его в порядок. Ну, это как бы не мешало работе, он вернулся потом к работе. Но они все это тоже снимали, все Да, фиксировали. они все это фиксировали, и мы несколько раз в день выходили в прямой эфир на российском канале, то есть мы искали точки, где хорошая связь, у них передатчик специальный, и мы брали интервью, и так как ребята не говорят на иврите, то в основном как бы за кадром всегда слышен мой голос, потому что я переводил. То есть в России прямой эфир был с этого Да, места, да? Да. Несколько раз мы выходили, вот, и возле автобуса мы не выходили, мы потом дальше отъехали, мы выходили в прямой эфир, а потом вот там на перекрестке мы дважды выходили в прямой эфир. Оттуда мы попытались проехать в сторону кибуца Бери, и там уже была армия, и там армия просто сказала, что в кибуце идет бой, что там еще есть террористы, и нас не опустили. Это вы тоже все слышали? И, ну, слышно, то есть мы были, там, если приезжать в кибуц, там есть такой, как площадь, ну, может быть, там 800 метров. Вот, то есть, и, ну, мы как бы и чувствовали себя, ну, не очень уверенно, потому что 800 метров эта пуля может долететь. Как бы мы, да. как бы никто из нас не бог весь какие герои, мы не знали, что, в общем, никто не оценит, если что-то случится, поэтому мы и не рвались туда сильно. И мы там были где-то, ну, мы долго ездили, потому что везде армия перекрывала, и никакой информации не было, но еще не отключали GPS тогда. Вот. И поэтому мы все пытались понять, с какой стороны мы можем подъехать. Мы не рвались близко к газе, потому что я прекрасно отдавал себе отчет, что это может быть опасно. Вот. И мы там были, ну, в общем, мы были там на часов до 5-6 вечера. Вот мы там в нескольких местах снимали. Вот. Мы вернулись в Тель-Авив, ребята устроились в гостиницу. 9-го утром, рано утром мы поехали, забрали вот аккредитации в Иерусалиме, и оттуда снова поехали в Сдерот. Тела уже убрали. И Остались машины, автобус, автобусы. пятна крови, все это еще никто не смыл, это мы тоже сняли. То есть у меня есть фотографии и до, и после. Мы подъехали к зданию полиции, вот, где шел бой.
Так как здание было взорвано, то когда мы подъехали, как раз вместе с нами подъехали бульдозеры и грузовые машины большие, и они начали просто, израильские, здание просто сносить, ну, чтобы оно не стояло там. А вот этот участок полиции, это та история, где заперлись террористы, да? Да, И да, вот да, это вот да. очень долго велся бой. Да. Мы вот все это время горожан практически на улице не было видно. Вот мы были 8-го снимали, людей не было видно на улице. 9-го мы приехали, мы заехали в город на часов 10-11, так примерно, потому что утром поехали в Иерусалим. И тоже горожан на улицах не видно. Но я очень, вот есть интересная деталь, я хочу отметить, что 8-го, когда, ну, во второй половине дня мы вернулись, чтобы посмотреть, уже тогда тел не было. Тела убрали уже 8-го. Вот. И возле станции скорой помощи в Сдероте уже стояло несколько машин с прицепами, Ахим Ленешек, ну, братья по оружию. Они привезли какие-то медикаменты, я видел, они привезли воду, потому что все магазины, ну, во-первых, сначала закрыто все было, магазины не открылись. Люди просто прятались. Все. Люди прятались, Не как раз там выходили. рядышком с этой остановкой, возле аптеки, магазин Рами Леви, по-моему, он был просто весь в дырках, простреленный, дверь пробитая. Вот, и на самом деле никакого мародерства не было. То есть мы вот подошли, мы видим пробитая дверь, продукты, никто не заходил. Ну, никто и не охранял, но никто и не заходил. И вот Ахим Ленешек, они потом возле станции скорой помощи сделали свой центр. Когда мы приехали 9-го туда, там уже было несколько фур, которые привезли продукты. И там мы увидели жителей города, которые аккуратно подходили, там что-то, ну, потому что негде было, ну, купить ничего нельзя было. В это время уже не слышно было боев. Боев уже нет, все уже не прекратилось. слышно. Ну, как бы были слышно бои, но уже далековато, Вдалеке. в нескольких километрах от города. А когда мы подъехали к станции полицейской, то мы видели, подходили горожане, приносили цветы, ставили свечки погибшим полицейским. Сдерот не очень большой город, поэтому я так понимаю, что жители в основном своих полицейских знали. Поэтому уже было известно, что тот погиб, нам там говорили. Мы говорили с местными жителями. Вот. Мы видели, там стояли рядышком подбитая техника Хамаса, вот там эти квадроциклы было. Джипы их вот эти. Джипы и квадроциклы, да. Оттуда мы снова поехали в сторону кибуца Бери. Проехали мимо этой дороги, тел уже не было, машины все еще стояли, уже было много армий там, ну, израильской армии, там бронетанковые части какие-то подъехали. Там я встретил своих друзей, которых уже в Милуим позвали, просто на перекрестке мы увидели друг друга. Вот. Резервистов. Резервисты, да. Мой коллега Сурен Карапетов, который в обычное время гид, ну, офицер резервиста, вот мы там встретили, и как бы я его спросил, типа, ты знаешь, он тоже как бы не очень представлял себе, ну, как бы 9-го тоже еще никто не представлял себе масштабы всего этого. Никто не понимал вообще масштабы, Да, очень долго. кибуц Бери нас опять не пустили. Мы вернулись на дорогу Рэм. В кибуц Рэм мы могли заехать. Мы подъехали к вот месту, где сам фестиваль Нова был. У дороги, вот, ну, видно, где машины стояли, ну, гильзы вот как камни валялись. То есть 5,45. У меня тут несколько штук я привез тогда. Так просто. Вот просто засыпано. То есть ты понимаешь, что стреляли, ну вот просто там шквал огня, да, шквал огня по людям, кто по был людям, на фестивале. Да, как бы люди себе, кто этого не видел там вблизи, они не очень себе представляют. Значит, фестиваль Нова был в такой рощице, и там площадка такая, полянка утрамбованная, а уйти оттуда были две такие дорожки проселочные, где машины ехали, а так поле. Поле перекопанное, свежескопанное поле. И бежать по этому полю ты не можешь там бежать. Это мягкая земля, которая у тебя под ногами проваливается, плюс она вот такая вот вся. И вот стоя там и понимая, что вот отсюда Хамас стрелял, мы себе представляли, какой это был ужас. То есть, когда ты стоишь там, и вот по этим гильзам ты видишь какой-то ужас. Они патроны не экономили. Тел тоже уже не тел было. Уже не ни было. террористов. Никого, никаких тел уже. 9-го нигде тел практически мы не видели. Оттуда мы 9 числа поехали в Ашкелон. Потому что там тоже, значит, и в Ашкелоне, в южной части, есть национальный парк, вот старый город Ашкелон, и так как я много раз там был с туристом, я знаю, что там есть такая насыпь, и если на эту насыпь подняться, то газу видно.
хорошо, даже без бинокля ее видно хорошо. Мы хотели туда заехать, парк был открыт, но когда мы подъехали к парку, ну, постоянно обстрелы были, постоянно, каждый раз мы слышали сирену, мы бросали машину, убегали, возвращались. Когда мы начали въезжать в парк, то опять обстрел, и ракета упала где-то там, ну, может, пару сот метров от нас. Вот. Но мы там залегли за стенкой, и начался пожар, там сухая трава начала гореть. И мы, в общем, ну, мы не герои. Мы решили, нет, мы туда не поедем. И как раз мы выезжали, заезжала пожарная команда, они начали тушить пожар. Когда начали, мы там поснимали немножко. Вот, в Ашкелоне было больше людей, как бы вышли люди. Пока мы там стояли, еще одна ракета прилетела, плюс она упала вот, не в парке, где людей нет, а прямо мы видели там, возле жилых домов. Значит, мы слышали, мы видели примерно в прямой видимости, где она упала. Это фактически последняя, самая южная улица Ашкелона, где дома стоят, дома стоят только с северной стороны улицы, а на южной такой, как поле, и за ним вот этот самый парк. И там стоят высотные дома, такие, ну, где-то по 12, по 15 этажей. Ракета упала где-то в 2-3 метрах от дома в тротуар. И вот когда говорят водопроводная труба, да ерунда, нет. Эта ракета пробила тротуар. Под тротуаром подземная парковка дома, то есть полностью это бетонная, значит, это крыша парковки, она бетонная, полностью пробила. То есть мы видели дырища, там вот машины внизу стоят. На первом этаже здания, ну, на уровне земли, магазин продовольственный, витрину разнесло вдребезги, там все выбито. Машины, которые стояли, первый ряд запаркованные, они уже горели. Мы подъехали, они еще горели. Пожарные там тоже их тушили. Это ракета вот это с газа непосредственно? Да, это то есть, как в основном думают, что трубы вот эти все... Ну, вот они не такие трубы. Что-то очень они серьезное. Вот такие, судя по дыре, туда. там что-то мощное прилетело. Это в каком городе? В Ашкелоне. В Ашкелоне. В Ашкелоне. Вывозят людей. В это время было еще несколько бумов, и прямо, ну, ты в городе, ты видишь где-то, где дым идет. Мы подъехали, мы тоже это все снимали, где ракета попала. Старый такой жилой фонд, где-то 4-5-этажный дом, ракета влетела в квартиру где-то на 3-м этаже. Вот. То есть но было попадание? Да, было попадание. Никого в квартире не было, но саму ракету, вот ее остатки, они там валялись на парковке, мы это все засняли, мы все это видели. Вот. Когда мы выезжали, было попадание на территории больницы Барзилай, больницы в Ашкелоне, но там ракета упала на парковку, и никакого ущерба не было. А журналисты вот эти все еще были все с это вами? были, они все помогали. Вот все эти дни да, они журналисты все эти дни были с нами, они все помогали, Они это тоже снимали, тоже они вели снимали, прямые эфиры? Да, мы брали интервью, мы везде брали интервью, мы везде пытались поговорить. И оттуда мы поехали в Сдерот. И тут у меня получилась такая забавная история. У моих друзей родители живут в Сдероте. И когда все это началось, они поехали, забрали родителей. Но они знали, что я иногда туда еду. Они говорят, если ты поедешь, ну подойди, посмотри там. Ну, дом стоит, потому что много попаданий было. И вот 11 числа, я помню, мы заехали, у меня был адрес, мы заехали в этот двор, там 6 или 7 таких 4-этажных домов, по-моему. Вот. А все время, когда ты там едешь, окна в машине открыты, ну, чтобы слышать, что вокруг тебя. Или сирены, да, или и выстрелы. сирены, иногда сирен нет, ты просто слышишь шум вот Шум. этот, да. Вот. И вот мы въехали во двор, и я, значит, позвонил знакомый, я говорю, да, вот, значит, все в порядке, дом стоит, попаданий не видно. Она мне говорит, ну что ж ты не сказал, как бы, может, там бы ключи дали, потому что там холодильник, дома есть там кофе, кола, не знаю что. Вот, кофейку бы попили. И вот мы говорим я говорю по громкой связи, и окна открыты, то есть, ну, а двор пустой, людей нет, не видно, в Сдероте людей не видно в этом. То есть город как вот до сих пор вымер, людей нет. Сейчас больше людей. Сейчас больше, но на тот момент да. вот он осиротел город, полностью. Да. Вот. И вдруг открывается окно на каком-то верхнем этаже, оттуда выглядывает мужчина русскоязычный, говорит, а на машине у меня тоже были наклеены ТВ. Он говорит, о, ребята, вы журналисты, телевидение, кофе, он услышал слово кофе. Говорит, а поднимайтесь ко мне. Вот. Ну и мы действительно там оставили машину, поднялись к нему. Он показал сразу, что вот у меня есть Миклад дома, как бы мама, если вдруг убежище. Да. Он показал, что вот кровать там у него стоит, вода, то есть если вдруг мы сюда зайдем, вот, он представился, его зовут Владимир,
Оказался очень интересный человек. Мы пообщались, и вот мы ему рассказали, что вот мы были 8-го, видели вот этот автобус. Он говорит, что лучшая подруга его жены там была. Я говорю, а как вы вообще здесь? Он говорит, ну как бы уже вы были на Мертвом море, вывезли уже там в какую-то гостиницу, но у него дома попугай, у него дома рыбки. И вот он приехал как бы проверить, как там дом, все. Естественно, угостил нас кофе. И он вот даже нам прислал фотографии, которые сняты буквально за 2-3 минуты до гибели этих людей, когда они все стоят там, и видно на фотографиях, что они смотрят на небо, видимо, обстрел. То есть это вот это утро, да. Пошли ракеты. И вот там вот мы увидели, что вот этот мегунит закрыт, то есть людям негде спрятаться. Они там, кто-то присел, кто-то прилег на траву. Вот, вот он познакомился. Оказался очень интересный человек. Он мордвин по национальности, и он нам сказал, что он единственный мордвин в Израиле. Ну, я ему верю. Я не думаю, что в Израиле много мордвинов. Замечательный человек, угостил нас кофе. А потом мы поехали в сторону мэрии, и там мы были шокированы. Огромное количество людей возле мэрии Сдерота. Есть такое, видимо, это парковка, то есть такая крыша на столбах. И там был склад, привозили продукты, потому что не все жители Сдерота смогли уехать, кто-то оставался. Привозили машины, постоянно подъезжали, были волонтеры. Мы познакомились там же на месте, когда мы между собой по-русски говорим. К нам подбежал молодой человек, он сказал, что его зовут Слава, он москвич, не еврей, не житель Израиля. И вот узнав, что произошло, он просто сел на самолет и приехал, он решил, что он должен помогать. У него там права, и он вот возил, ему давали адрес, и он развозил продукты. То есть не гражданин Израиля, не просто гражданин, прилетел просто москвич, к нам, русский, чтобы да, помогать просто людям? помогать. Мы там немножко его подсняли, вот, но он просто очень торопился. Всем этим занималась дочка мэра, Давиди, по-моему, его зовут, мэра Сдерота, его дочка, 19-летняя девушка, Авива. Вот, и но тоже полный шок. Она не очень высокая, ну, 19 лет, не очень высокая девушка. В этом бронежилете, этот бронежилет тяжелее, чем она. И мы видели мэра, мы с ним пытались поговорить, но я вижу по нему, что человек 4-й день не спит. То есть по нему видно, что он не спит. Вот она занималась распределением продуктов, сбора, находила с тетрадкой, записывала кто что, потом уходила в сторону, там были 2 помощницы ее, которые взносили все это в компьютер, где там же были телефоны, люди звонили кому что нужно, и услышав, что мы говорим по-русски, она к нам обратилась с просьбой, она говорит, что есть несколько семей русскоязычных, которые не хотят эвакуироваться по каким-то причинам, а они не могут с ними общаться, у них не хватает русскоязычных. И она дала нам 2 адреса. Она сказала, по одному адресу есть больная женщина. Она говорит, с вами поедет машина. Это типа скорая такая, но не Маген-Давид, а такая частная скорая. Вот. И мы приехали по адресу. Там действительно, я уже не помню, 3-й или 4-й этаж была женщина, которая была прикована к кровати, ну, диализная такая кровать, там, видимо, что-то там, эти вот капельницы стоят. И она не ходит, там был муж и дочка, и они сказали, они не могут ее оставить, а вынести ее тоже нельзя. И вот мы вместе с этими ребятами, журналистами, вот водитель этой машины, мы просто вот вынесли эту кровать на руках, там по лестнице спустили, погрузили в машину, и так эта семья согласилась уехать. И второй адрес были просто 2 пожилые женщины, я даже не знаю, в каком они родстве, может, такие лет под 80. Вот. И мы их просто вот как-то сидели, уговаривали. Они нас в это время там чаем, плюшками поили, а мы их уговорили, мы в конце концов уговорили их. Они сказали, да нет, мы уже старые, нам уже все равно, там, типа, что будет, то и будет. Я им просто объяснил, что если с вами что-то случится, есть же люди, которые за это отвечают, и они несут ответственность, в них будут неприятно. В общем, таким вот образом я как-то их уговорил. Они тоже согласились эвакуироваться.
Борис, по вашему мнению, почему люди вообще так быстро уехали из Дерота? И вот вы там были, насколько он действительно опустел, осиротел, насколько действительно за ним прикрепилось какое-то время вот город-призрак, что люди из своих домов покинули. На самом деле это вот в нашей стране, по-моему, только что беженцы, наши же люди, беженцы же сами в нашей стране, как с юга, так и с севера. То есть юг действительно он так и выглядел. Я думаю, да. Во-первых, вот я вам сказал, что все дни, когда мы въезжали в Сдерот, кроме 11 числа, мы людей на улицах не видели. То есть прям вот пустой. Пустой, абсолютно. То есть вот это очень страшно. Продолжают работать светофоры, фонтан там в центре города есть, он работает. То есть фонтан работает. Не отключили его? Нет, не отключили. 8-го мы выезжали, но мы поздно выезжали. Даже свет там горел где-то, в каких-то магазинах, внутри включался свет. А свет в домах, ну, работал, то есть... Мы не были настолько поздно, настолько. да, мы выезжали вот уже через промзону, потому что через Ашкелон нельзя было с той стороны заехать. И там мы видели в каких-то офисах, видимо, свет горел, вот или магазин, или офисы, потому что там нет жилых домов. Мы не были ни разу там так поздно, чтобы увидеть, есть ли свет в домах. Вот. Но прежде всего жители Сдерота живут в этом аду очень давно. Десятки лет. Десятки лет. Ну, с 2005 года. Да. С сиренами постоянно. И они, там даже маленькие дети знают, что это такое. Они натренированные. Дети, я вот общался с там людьми, они говорят, даже собаки дома, которые живут, они знают, что нужно бежать, куда бежать, где прятаться. То есть люди натренированные. Там народ знает, к чему это может привести. Они, видимо, не раз это видели, что страдали люди, попадали ракеты в машины, попадали в дома. Мы много этого видели. Газа десятки лет, да, с 2005 года постоянно обстреливают юг. Постоянно. И Ашкелон, и тот же Сдерот. И это очень близко. Это очень близко, Поэтому да. там несколько секунд, и там у людей нет времени на размышления, а вот побежать, а вот не побежать. А вот у меня там трусы не того цвета, а я не причесанный. Потому что не у всех домах есть вот эти комнаты безопасности. Люди выходят просто на лестничную клетку. Вот. Там такого нет. Вот. Там этих размышлений нет. Там Поэтому, целыми поколениями люди да, выросли в этих плюс, сиренах. вот этот ужас в этих кибуцах, там же все сразу об этом, тут уже 9-го уже все это знали, что ну, практически там целые семьи стерты, убиты. И жители Сдерота, они понимали, что шутить. Многие из них сидели дома вот 7-го утром и в окна с балкона видели террористов, которые разъезжали по улицам и стреляли. Израильская правда, да, то, что пытаемся мы доносить в мире, она блокируется, это факт. То есть там блокируют сети, есть бот-жалобы и так далее. Интересно ваше мнение, особенно, что вы работали вот это первое время с российскими журналистами. Не знаю, может, вы спрашиваете... Я подчеркну, это не секрет. Это не просто российский журналист, это канал «Звезда». То есть это военный канал. Он когда-то был канал Министерства обороны, сейчас он выкуплен, он 55% частный и 45% Министерства обороны. Но и создается ощущение, что в России как бы информация, это ее нет, ну, либо в нее не хотят верить. И мой вопрос в чем? Вы лично не задавали вот вашим коллегам, ну, с этого телеканала «Звезда», почему так происходит? Почему не хотят этого видеть, не хотят в это верить, и почему так все против Израиля? И на самом деле, я с ними говорил об этом, но я и без них знал почему. Потому что я пишу много, и я вижу по своим постам, что вот у меня есть посты некоторые, там, где я, ну, как сегодня говорится, наезжаю на Хамас и так далее, и там сразу вот этих ботов, там тысячи, которые там и оскорбляют, и просто забивают, и они хамят мне, и хамят моим читателям. Вот. И я все это вижу по себе, и я прекрасно знаю почему. Я сейчас объясню. Какого цвета эта лента? Красная. Красная. То есть, и это правда. Да. Это один вариант. Но если я хочу соврать, у меня есть миллион вариантов. Я могу сказать, она зеленая, серая, белая, черная. Вариантов вранья много. А вариантов правды только один, она красная. Да. Поэтому, когда я пишу правду, у меня только один вариант, у меня одна возможность. А тот, кто врет, у него есть миллион вариантов. Он меня победит, потому что у него вариаций много, а у меня есть только одна
вытворяться. Я могу сказать только правду. Поэтому мы проигрываем, потому что мы говорим правду. И нас мало. И нас мало. Хотя мало. на самом деле нет, не мало. На самом деле я давно говорю, что Израиль должен отделаться от этой привычки говорить, что мы маленькое государство. У нас большая страна, у нас 10 миллионов. Нас больше, чем шведов, нас больше, чем норвежцев, нас больше, чем австрийцев. Все эти страны меньше, чем Израиль. Но шведы чего-то добиваются, потому что шведы никогда не считали себя маленькой страной. А мы, Израиль, мы не можем отделаться от комплекса маленькой страны. А мы не маленькая страна. Нас вот через 1,5 месяца, по данным Министерства статистики, нас будет 10 миллионов. И все-таки вот эти люди с телеканала «Звезда», они сами находят объяснение, то есть почему? Эта информация, вот они сами вели прямой эфир, вы сказали, 7 числа, да, они делали репортажи. Как я это понимаю, я не там и не отслеживаю, что там происходит, то есть, по моим ощущениям, что это вот этот некий бум, вот этот информационный, нашей правды, он был очень коротким, там буквально вот эту неделю, и все, и этого больше я сейчас расскажу еще одну не вещь. происходит, и об этом не говорят. Я то, что называется, стрельну себе в ногу. Ну, я думаю, что я больше не буду работать с этим каналом «Звезда», но через несколько дней они уехали, потом вернулись снова там, потому что долгое время никаких событий не происходило, но когда армия зашла в Газу, они вернулись снова. И вдруг многие мои друзья знали, что я работаю с этим каналом, потому что я их мы разъезжали, мы встречали моих знакомых, они брали интервью. И вдруг мне один из друзей говорит: слушай, а ты вообще видел, что выпускается в эфир? Я говорю: ну как же, оно же при мне, они же прямой эфир, это всегда прямой эфир, то есть прям передатчик. Я говорю: конечно, это все. Он говорит: нет, ты зайди, посмотри, и потом мне присылают. Оказывается, параллельно с этой командой, у которой была аккредитация, у них были эти удостоверения израильские, приехала еще одна команда. С этого же телеканала. «Звезда», без аккредитации, с маленькими камерами. Они просто в сумках привезли. У этих были профессиональные телекамеры, мощные такие, хорошие, которые там и вечером снимали хорошо. С маленькими камерами, которые ездили, взяли какого-то таксиста. Я их не видел. Я не знал, кто они, мне ни о чем не говорят, ни имена. Но я думаю, если поискать в YouTube вот съемки тех дней канала «Звезда», можно найти и вот то, что где я, и там вот вторая эта команда. И те несли откровенную пургу. То есть они переворачивали, перевирали. Да, Действительно так и было. Да. То есть они не рассказывали истину, как все происходило. Они рассказывали такую русскую истину. А вы можете процитировать примерно, что они говорили? Я не помню, ну, в общем, ну, там такие фразы, что вот, Израиль всей своей мощью обрушился на Газу. Ни с того, ни с сего. Да, вот это... ни с того, ни с сего, на мирных жителей и так далее. Все понятно. Вот. При этом они же показывали, как бы, они не могли заехать туда, куда мы заезжали, потому что их не пускали. Вот. Поэтому они показывали какие-то кадры, ну, снятые тем же Хамасом. Вот есть же в телеграм-канале там каналы Хамаса, каналы Хизбаллы, и там постоянно, я подписан на эти каналы, я их читаю, и там постоянно полно видео. И вот они сегодня все телефоны снимают в достаточном качестве, что можно взять это видео, приклеить к своему голосу, и они это показывали. Я это видел, и после этого я сказал, что как бы, я не хочу больше, чтобы мое имя было вот, ну, совсем заполоскано грязью, как бы. Поэтому я не зря показал пример, что у правды всегда только одна версия. Но, во-первых, вопрос, нужна ли людям эта правда. Вот этим самым митингующим пропалестинским, да, им нужна правда, им не нужна правда. Под правду денег не дают. Деньги дают только за вранье.